Всем здравствуйте! И сегодня мы с вами начинаем построение нашей жилетки. Но сегодня у нас будет построение только спинки. Почему только спинки? Потому что вот так, смотрите, я себе набросала черновик, чтобы, не дай бог, ничего не пропустить, не забыть и вам рассказать все детали до мелочей. У меня получилось в 4 листа А4. То есть представьте себе, я просто представляю, насколько это будет затянут процесс. И это важное начало нашего построения. И я действительно буду показывать и рассказывать все до мелочей, до тонкостей. И все равно, я думаю, я уверена, что у вас еще будут вопросы по построению. В будущем, когда мы будем строить уже полочку, будет гораздо легче, раз, наверное, в 10 легче, чем построение спинки. То есть это наша основа, можно сказать, нашей общей выкройки. И вопросы лучше записывайте сразу, чтобы потом не забыть, потому что в процессе просмотра сейчас этого видео вы можете себе в уме галочку поставить, но когда закончите смотреть это видео, можете забыть, о чем хотели спросить. Просматривать заново, я думаю, что не каждый захочет. Да? Возможно, конечно, кто-то и будет просматривать заново, но не каждый это захочет. Поэтому увидели, услышали, поняли, что момент этот непонятен, обязательно запишите себе на листочек, а потом можете просто списком писать, что непонятно и что мы должны с вами еще обсудить. Я думаю, что мы сейчас снимем построение спинки, сделаем паузу, может быть, на день. Я думаю, что больше я не буду делать паузу, на день, я думаю, хватит. И уже после этого продолжим. То есть обсудим все вопросы, все дополнения и после этого продолжим. Напоминаю, что эту выкройку может строить не только женщина. Эту выкройку можно строить и на ребенка, и на мужчину. Начнем. Итак, для построения выкройки нам необходима будет бумага, пара линеечек разных, угловая и прямая, карандашик, ластик, возможно, и точилка, либо пару карандашей. Ну и, конечно же, наши с вами мерки. И для начала я определяю угол начала нашей выкройки, уголочек, то есть прямой угол. И давайте вот эту точку соединения назовем точкой А. Будем с вами оставлять точки для того, чтобы нам было удобнее сориентироваться, что, откуда и куда проводить, и куда что откладывать. Итак, эта точка у нас будет точкой А, и от нее мы с вами начинаем. Еще я не сказала, нам понадобится калькулятор. Либо смартфон, телефон, сейчас калькуляторы есть везде. Для того, чтобы нам рассчитывать наши формулы. Итак, от точки А по горизонтали откладываем ширину горловины. Рассчитываем по формуле. Обхват шеи, деленное на 6 плюс 2 сантиметра. Когда я измеряла свой обхват шеи, я не стояла перед зеркалом и ошиблась на 2 сантиметра. То есть обхват шеи у меня 38 сантиметров. Я беру для примера свои данные. 38 сантиметров я делю на 6 и прибавляю 2 сантиметра. У меня получается 8,3. 8,3 мы можем округлить в меньшую сторону или округлить в большую сторону. То есть мы можем взять 8 сантиметров, можем взять 8,5. У вас это, конечно же, будет свое число. Я возьму 8 сантиметров. Но не советую брать меньше, потому что это и так минимальная цифра. 2 сантиметра это минимальная цифра, а я ее еще уменьшаю. Да? То есть если потом при примерке мне захочется расширить или углубить горловину, я это сделаю без проблем. Поэтому я сейчас беру 8 сантиметров. И эту точку мы с вами назовем буквой Б. Теперь ширину горловины, именно ту, что у нас получилось, мы с вами делим на 3. То есть 8,3 я делю на 3. И получаю 2,77. И приблизительно, 2,75, наверное, вот так вот. 2,5 и 3, я думаю, что не нужно больше. Я возьму 2,75, вот так. Ставлю точку уже по вертикали от точки А вниз. И эту точку мы с вами назовем буквой Г. Теперь нам нужно будет соединить эти точки плавной линией
У кого-то, возможно, есть лекало. Вот у меня вот такое лекало, да, маленькая такая линеечка. Кто-то, может быть, от руки. Я, в принципе, привыкла от руки чертить, но смотрите, вот здесь от точки Г у нас должна быть прямая линия хотя бы 2 сантиметра. Вот здесь мы рисуем с вами прямо, а дальше плавненько выходим к точке Б. То есть, ну, вот такую нарисовали полукруглую линию. Теперь снова от точки А по горизонтальной линии мы с вами измеряем половину ширины плеч плюс 1 сантиметр. И снова у меня здесь ошибка, потому что я измеряла свои мерки не перед зеркалом, и я ошиблась на 2 сантиметра. Я когда измеряла свою ширину плеч, я сказала, у меня ширина плеч 40 сантиметров, но по факту 38. Значит, я беру опять свои 38 сантиметров, делю на 2, получаю 19, и прибавляю 1 сантиметр, получаю 20. Вы берете свои числа, то есть у кого-то это будет, возможно, 35-36 сантиметров, у кого-то 40-42 сантиметра, да? Делите пополам и прибавляйте 1 сантиметр. Откладываем то, что у нас получилось, опять от точки А по горизонтали. У меня это 20 сантиметров, ставлю точку и называю ее точкой D. Далее от точки D вниз я откладываю 2,5 сантиметра. Опять ставлю точку, называю ее буквой Е и задержимся на этой точке. Это стандартная мерка. При примерке она может немного меняться. То есть выше вряд ли, то есть это самое минимальное, а ниже она может меняться. Это зависит от строения вашей фигуры. Если у вас покатые или слишком опущенные плечи и вам понадобятся изменения, я покажу как. Как примерить, как понять и как исправить. Если, кстати, вы мужчина, смотрите по своей фигуре. У меня, например, муж качок, и это необычная фигура. И если вы качок, например, и вы в отличной форме, и у вас хорошая трапеция, вам лучше отложить эту точку, то есть вниз от точки D, не 2,5, а 3,5 сантиметра. И далее при примерке можно будет ее еще поправить. Но это в случае, если вы качок. Если нет, то откладывайте те же 2,5 сантиметра. Ну и теперь соединяем точку Е и точку Б прямой линией. Так. И мы получаем с вами скос плеча. Далее к глубине проймы, у нас есть такая мерка глубина проймы, мы с вами прибавляем 2, 3, 4 и более сантиметров. Для чего? Для того, чтобы нам с вами комфортно себя чувствовать в этой жилеточке, если мы, допустим, под нее наденем какой-то объемный свободный свитер или худи, ну, например, да? Поэтому мы с вами должны сейчас решить, какую глубину проймы мы будем с вами делать. Итак, смотрим на мою пройму. Это у меня глухая пройма, совершенно глухая, то есть здесь никаких прибавок нет. Вот есть у меня 20 сантиметров пройма, глубина проймы, так, я ее здесь и оставила. Но это у меня трикотажный топ. И, конечно же, он у меня без рукавов, и мне не хочется, чтобы, когда я как-то двигаюсь, у меня что-то там лишнее виднелось. Поэтому я себе такой сшила топ. Но, обратите внимание, это у меня трикотажный топ, и это позволительно. Если мы будем шить из сухой ткани, которая не тянется ни в одну, ни в другую сторону, то обязательно к длине, к глубине проймы мы будем прибавлять минимум 2 сантиметра. Ну а к верхней одежде и того больше. То есть мы должны сейчас с вами решить, сколько мы будем делать прибавку к глубине проймы. Мы должны с вами представить, что мы, допустим, надеваем на себя под нашу жилетку, надеваем какую-то худи свободный, широкий, либо какой-то свитер, то есть мы в любом случае будем не на голое тело эту жилетку надевать, поэтому представьте себе, сколько вы тут хотите свободы. То есть если у вас, допустим, широкий рукав
на худи, например, вы наденете худи, да, под жилетку, и чтобы он у нас здесь не собирался в складке, не сморщивался, нам нужна здесь свобода. Поэтому я и говорю, минимум 2 сантиметра, и это если вдруг вы собираетесь эту жилетку носить на какую-то облегающую кофточку, например, гольф, водолазку, то есть вот на такое что-то, да, если вы не собираетесь носить с объемными вещами. Если вы с объемными вещами собираетесь носить, то тогда минимум 4 сантиметра. 4, 5, 6. Но я думаю, больше не нужно. Больше это уже будет на бедрах. Ну и так как я не люблю объемные вещи, у меня нет таких объемных широких кофточек, я к своей проме прибавлю 4 сантиметра. Как бы это среднее такое число, минимальное 2 сантиметра, это если мы хотим, чтобы прям все глухо было, 4 сантиметра среднее и 6 сантиметров, я думаю, что это максимум. Теперь смотрите, у меня получается 24 сантиметра. От точки D через точку E, вот сюда я откладываю 24 сантиметра и провожу прямую линию вниз через точку Е. И эту точку мы с вами назовем точкой И. Теперь через эту точку, вот так под прямым углом, если у вас не миллиметровая линеечка, то вам нужен будет уголочек, под прямым углом по отношению к середине спинки, так, через точку И мы с вами проводим произвольную линию. Вот так. Чтобы было видно. Пока произвольную. Теперь рассчитываем по формуле. Обхват груди плюс 12-15 сантиметров, деленное на 4. Я для примера беру свои мерки. Сначала говорю о формуле, а потом говорю, что такое 12-15 сантиметров. Значит, обхват груди у меня 101 сантиметр. Я прибавляю 12 сантиметров и делю на 4. У меня получается 113, я делю на 4. Получаю 28, 25. Конечно, эту цифру можно округлить, 28 ровно сделать или 28,5, но я не буду округлять, я возьму 28, 25. От середины спинки по линии груди, это у нас будет линия груди, я откладываю 28, 25, ставлю точку, и эту точку называю буквой К. Так. Теперь давайте вернемся к прибавкам. Что такое 12-15 сантиметров? Это прибавка на свободу. Сюда не входят припуски на швы, только на свободу. Какую делать прибавку к обхвату груди, мы решаем для себя самостоятельно. Стандарт для такого изделия 12 сантиметров, и это только на свободу. О припусках на швы мы будем говорить чуть позже, когда будем кроить из ткани. Немного остановимся на этих прибавках. Вы для себя уже решили, как будет выглядеть ваша жилетка. Если вы хотите свободную жилетку, прибавки должны быть больше. Если ваша жилетка будет приталенная, прибавки, соответственно, меньше. Вы, конечно, можете и 20 сантиметров прибавить к обхвату груди, это уже будет жилетка оверсайз. То есть внимательно подумайте, что вы хотите иметь в результате. Итак, идем дальше. От точки И по линии проймы вверх мы с вами откладываем 6, 7, 8 сантиметров. Тут уже зависит от вашего роста. То есть если у вас маленький рост, если вы маленьким ростом, то откладывайте 6 сантиметров. Либо вы подросток, либо вы просто маленькая женщина, 6 сантиметров. Если вы среднего роста, 7 сантиметров. Если вы высокая, 8 сантиметров. Но не советую брать меньше, либо больше. Я для себя, у меня 1,60 м рост, беру 7 сантиметров. Я, конечно, ниже среднего, я так понимаю, да, но все-таки я беру 6 сантиметров. Далее мы этот с вами угол делим пополам. Если вы не знаете, как поделить пополам, то есть если вы визуально вот так не можете поделить пополам, и если вы хотите точно, то тогда откладывайте сюда 5, сюда 5, соединяйте эти точки, я вот так пунктиром, и делите эту линию пополам. У меня получается здесь 7 сантиметров, значит 3,5, видите, у меня глаз алмаз. Но это не обязательно. Я просто показала на будущее вдруг, да, вдруг вам это понадобится.
Это не обязательно, вы просто визуально поделили этот уголочек пополам, и по этой линии, вот по этой, мы с вами должны отложить 2,5-4,5 сантиметра. Я буду откладывать 3 сантиметра. Так, 3,5 я возьму себе. Так, и эту точку, я вот так крестик поставлю, эту точку я назову буквой L. Если отрезок ИК у вас получился 3-5 сантиметров, то тогда откладываем по диагонали 2,5-3 сантиметра. Если отрезок ИК получился 5-7 сантиметров, то тогда 3-3,5 сантиметра. Если отрезок ИК равен более 7, более 8 сантиметров, то тогда 3,5-4,5 сантиметра. У меня отрезок этот получается 8,5 сантиметров. То есть мне нужно минимум 3,5 сантиметра вот так взять по диагонали. У меня так и получилось. То есть вот эта мерка от точки И до точки Л у меня получилось 3,5 сантиметра. Теперь нам нужно соединить эти точки, точку К с точкой Л, плавной, смотрите, вогнутой линией. И так, вот эту точку я не обозвала. Так, назовем эту точку буквой Н. Значит, К соединяем с точкой Л и соединяем с точкой Н. И вот эта линия мы можем, кстати, уже прорисовать. Вот эта линия у нас уже будет линией проймы. Вот эта вот красивая линия изогнутая. Линия проймы. Можно, кстати, уже прорисовать скос плеча. По спинке уже пока меняться не будет, уже только при примерке. Так, и росток. Вот эта линия, горловина по спинке, называется росток. Теперь от точки Б вниз, параллельно середине спинки, мы с вами откладываем длину спинки до талии. Так, длина спинки до талии у меня 37 сантиметров. Да, у меня слишком высокая талия. Всегда мне на это указывали. Ну, вот такая у меня фигура. У кого-то от 7-го шейного позвонка, кстати, вот это вот у нас точка и есть 7-й шейный позвонок. У кого-то от 7-го шейного позвонка 40 и более, да, сантиметров высота спинки. Ну, то есть это как бы стандарт. 40 сантиметров это стандарт. Вон, видите, насколько у меня разница. А у меня вот такая высокая талия. Что делать? И через эту точку мы с вами проводим произвольную линию. Линию талии. Пока произвольную. Начертили. Так, от точки К, вот она точка К, проводим произвольную линию вниз через линию талии. Пока произвольную. Так. В месте пересечения мы поставим точку П. От точки П отложим вот сюда по линии талии 3-4 сантиметра. Я возьму 3,5, например, вот так, да? Вот она точка моя. И назову эту точку буквой R. Точку R соединяем прямой линией с точкой К. Вот она. То есть у меня пошло приталивание. Видите, какое хорошее такое приталивание? У меня получается здесь, то есть от точки R до середины спинки 24 сантиметра. 24 сантиметра, ну это я сейчас проверяю, да, умножаю на 4, у меня получается 96. Талия 80, то есть минус 80, у меня получается 16 сантиметров прибавка к обхвату талии. Очень замечательно, мне нравится, я ее такую и оставляю. Если вам кажется мало, то вот здесь возьмите поменьше. Вот здесь, то есть талия будет увеличена немножечко. Если разница между обхватом бедер и обхватом талии менее 18 сантиметров, от точки П отложим 1,5-2 сантиметра. Вот она точка. И также проводим вот сюда прямую линию. Эта точка у вас будет точка R. Понятно, да? То есть приталивание у нас готово. Если мы хотим свободную жилетку или оверсайз, тогда просто точку К мы соединяем с линией бедер, с обхватом бедер. Но для этого нам нужно найти линию бедер. Кстати, если вы мужчина,
Вы тоже можете при желании немного приталить свою жилетку. Ну, я думаю, что 1,5-2 сантиметра будет достаточно для мужчины, да, зачем выделять сильно. Я думаю, что достаточно будет. И осталось нам совсем чуть-чуть найти линию бедер и линию низа. Значит, от линии талии вниз отмеряем высоту бедер. Ну, в принципе, это можно сделать вот так посередине спинки. Значит, у меня это 17 сантиметров. Ставлю точку и провожу горизонтальную линию бедер, произвольную. Так, и снова рассчитываем по формуле обхват бедер плюс 12-15 сантиметров, деленное на 4. Значит, смотрите, опять я беру свои данные. У меня обхват бедер 99 сантиметров, я прибавляю 12, опять же не люблю слишком пышно, и делю на 4. У меня получается 27,75. Но, смотрите, такой фигуре, как у меня, незначительная разница между обхватом бедер и обхватом талии. Можно вот эту линию, то есть вот эту точку, опустить до линии бедер, вот так, прямой линии, да, и оставить ширину бедер такую же, как и обхват груди. То есть, когда мы будем с вами носить это изделие, будет не так бросаться в глаза, что у нас обхват бедер меньше, чем обхват груди. Поэтому я оставляю эту линию так. То есть, у меня получится обхват бедер равен обхвату груди. Допустим, если ваш обхват бедер 110 сантиметров, мы прибавляем минимально 12 сантиметров и делим на 4. Получаем 35. Значит, от середины спинки мы откладываем 35. Вот она, точка будет наша. И теперь мы должны соединить эту точку, либо у вас вот здесь будет, либо вот здесь. То есть обхват бедер с прибавками мы будем соединять с точкой R. Вот так. Ну, у меня получится вот так. Так, пожирнее, да? И вот здесь мы должны с вами смягчить. Смягчаем не вовнутрь, а во внешний угол. То есть вот этот угол у нас не должен быть острым. Вот так вот плавненько смягчаем. Вот здесь вот лишнее подтираем. Букву R возвращаем на место. Так. И вот здесь у нас получается плавненько вот такая линия бока. В процессе работы, если нам захочется, мы можем немножечко заузить линию низа, да? Можем продеть внизу шнурочек, допустим, ставить люверс или сделать отверстие специальное и через это отверстие сделать шнурочек, чтобы немножечко затягивать. Можно это сделать как декор, можно это сделать как практичную вещь такую, да, чтобы, ну, захотели расширили, захотели заузили. Вот. Что касается длины изделия нашего. Мы с вами измеряли длину изделия по полочке. Но, как известно, полочка по факту будет длиннее спинки. Это всегда. Но сейчас, если я вам начну объяснять, что от чего отнимать, что к чему прибавлять, чтобы получилась длина спинки, я боюсь запутать вас окончательно. Я думаю, что и так слишком много я дала информации. Если вы новичок, то, конечно, для вас это темный лес. Поэтому сейчас мы с вами отмеряем длину изделия, как измерили. А когда будем строить полочку, уже будем корректировать спинку. Итак, от высшей точки плеча, то есть от точки Б вниз, я откладываю 67 сантиметров. То есть мы сюда с вами не прибавляем никакие, опять же, прибавки. Я провожу опять очередную горизонтальную линию произвольную. И это у меня будет линия низа. Так, посмотрим. От линии бедер у меня получается 13 сантиметров. Теперь, что касается окончания линии бока. Она у нас застряла вот здесь на линии бедер, да? Кстати, мы эту точку как-то не обозвали никак, пусть она будет у нас буквой S. Значит, теперь от точки S вниз до линии низа нам нужно продлить линию бока. Но здесь уже, опять же, зависит от вашего желания, предпочтения, вашей фигуры, то есть много чего. Эту линию можно продлить прямо. И мы получаем... Здесь опять мы скругляем возле точки S, плавненькую линию делаем. Вот эта вот линия изогнутая, у нас получится линия бока. Мы можем немножечко ее продлить сюда в виде трапеции. Мы можем немножечко вот здесь заузить наоборот вовнутрь, да, и получаем вот такой бочоночек.
Но если вы хотите вот такой бочоночек, я вам советую сначала сделать линию прямо. А потом уже при примерке мы здесь уже определимся. Я уже, не знаю, говорила, не говорила, что здесь мы можем вставить шнурочек, мы можем здесь потом заузить, вот здесь по низу. Ну, то есть это уже будем смотреть в процессе работы. Итак, наша спинка готова. Мы сейчас ее обводим все линии, которые у нас, которые мы решили оставить. Я сейчас вот так обведу, и уже будет понятно, что мы начертили. Смотрите, я веду линии не до конца до точек, потому что здесь мне нужно сделать плавный переход здесь и плавный переход здесь. И выделим низ нашей жилетки будущей, нашей спинки, и середину спинки. Я хочу еще обвести буквы, которые у нас остались. Можно, кстати, даже внутри. Е, Б, буква Г. Здесь не нужно. Буква К, буква Р, буква С. И можно назвать вот эти буквы еще. Давайте назовем их Т и У. Ну и на сегодня я думаю, что все. Материала предостаточно. Я думаю, что вам будет о чем подумать. Возможно, будут какие-то вопросы. Даже невозможно, я уверена, что будут вопросы. Задавайте, не стесняйтесь, будем обсуждать. Я думаю, что если у кого-то одного возникнет вопрос, то этот вопрос, может быть, возникнет и у другого. Обязательно задавайте и будем обсуждать все вместе. Вливайтесь, кстати, в обсуждение. Это очень интересно и очень нужно, очень важно. Потому что если вы пропустите какое-то обсуждение, и когда у вас уже будет готовое изделие, вы будете задавать вопрос: а почему? А почему у меня так? Поэтому давайте ничего не пропускать. Я желаю вам успехов в построении спинки и до новых встреч!